Уважаемые дамы и господа, моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович, я доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор клинического госпиталя Нейровита. Сегодня мы продолжаем курс лекций о деятельности нашего госпиталя, и сегодня мы поговорим о персонализированной экс-виво генотерапии наследственных болезней нервной системы человека. Мы достаточно долго отказывали всем больным с наследственными заболеваниями в лечении в нашей клинике, поскольку у нас не было реального предложения к этим людям. И сегодня мы впервые официально говорим, что мы готовы рассматривать новую технологию лечения этих больных. И я попытаюсь сегодня рассказать смысл ее и что мы планируем сделать. Проблема орфанных или редких болезней центральной нервной системы – это достаточно большое образование, то есть, считается, что их мало, этих больных, но и в целом это 5% населения мира, и это 300 миллионов человек. То есть, когда мы слышим эти цифры, мы понимаем, что не настолько они редкие. При этом сама диагностика этого заболевания в ряде случаев настолько сложна и трудна, что люди по 3-5 лет ищут своего врача, они ошибаются. Обычно 5 диагностов, как правило, 3 неправильных диагноза стоят за этими больными. И иногда задержка до 7 лет в диагностике этих больных, пока они случайно не попадут на врача, который способен им помочь. Поэтому, когда мы говорим о всех орфанных заболеваниях, мы хотим пока говорить только о наследственных заболеваниях нервной системы. В среднем это 1500 наследственных нервных болезней, которыми болеют около 65 миллионов человек в мире. Они делятся на генные заболевания и хромосомные заболевания. То есть наследственная болезнь нервной системы – это определенная группа нервных болезней с врожденным нарушением передачи генетической информации и преимущественно нейродегенеративным поражением центральной нервной системы, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Это заболевание, передающееся из поколения в поколение и через поколение, обусловлено генными и хромосомными мутациями. При хромосомных мутациях в одних случаях нарушается число хромосом, их удвоение, утроение, отсутствие. При генных мутациях мы говорим об изменениях, которые наблюдаются, соответственно, в генах на определенных участках хромосом. Мутации могут включать как одну ДНК-последовательность, простые мутации, или обмены между аллельными или неаллельными последовательностями. Существует несколько классификаций этих заболеваний, но наверное, самое правильное – это то, что наследственные болезни нервной системы делят преимущественно по локализации. То есть, говорят, болезни с преимущественным поражением двигательного нейрона, это невральная амиотрофия Шаркома-Ретута, спинальная амиотрофия, боковой амиотрофический склероз. Второе – это болезнь с преимущественным поражением нервно-мышечного синапса, болезнь с преимущественным поражением пирамидной системы, болезнь с преимущественным поражением экстрапирамидной системы, болезнь с преимущественным поражением мозжечковой системы или наследственной атаксии, болезнь зрительных нервов, атрофия Либерта и болезнь вегетативной нервной системы, те же мигрени. Примером болезни с преимущественным поражением экстрапирамидной системы, у нас вторая колонка, вы видите на представленном здесь слайде. Достаточно много болезней. На самом деле диагностика, сегодня молекулярно-генетическая диагностика этих заболеваний достаточно хорошо отработана. Сегодня генетики способны очень четко, очень правильно и на современном уровне ответить на вопрос, какое заболевание, как оно развилось, и применять клинико-генеалогический метод, клинико-синдромальный метод, цитогенетический, близнецовый, биохимический, целый спектр диагностических возможностей постановки диагноза. Что касается клинических проявлений, то заболевание может развиться в любом возрасте. То есть манифестация заболевания может начаться в любом возрасте. Врожденный характер достаточно под вопросом. Больше говорят о семейном характере. Заболевание, как правило, развивается без видимой причины. Характеризуется прогрессирующим типом течения.
В ряде случаев отмечают какие-то скелетные деформации, например, стопа Фридриха, башенный череп и так далее. Иногда отмечается умственная отсталость в детстве и в пубертате у этих пациентов. Ну, классическими примерами являются Ньютон, Эйнштейн, Гёте. Специфические признаки болезни очень часто являются главным клиническим признаком, например, кольцо Кайзера-Флейшера при болезни Вильсона-Коновалова. Дегенеративный характер прогрессирования заболевания также, в общем-то, очень характерен. Как правило, нет инфекционных симптомов и вовлекается большое количество различных систем, органов и тканей. Лечения практически заболевания не существует. Ну, наверное, сказать, что не существует неправильно. Существует заместительная терапия путем введения в организм недостающих в нем веществ. Диетотерапия, то есть исключение из пищи каких-то определенных продуктов, которые не усваиваются организмом. Сочетание заместительной терапии с патогенетически обоснованными какими-то диетическими мероприятиями. Выведение из организма продуктов аномального обмена, методы неспецифической терапии, хирургические методы лечения, если какие-то дефекты серьезно мешают человеку. Но если посмотреть в целом, то абсолютно понятно, что причин и патогенеза возникновения и прогрессирования этих болезней никто толком не знает. Как правило, существуют проблемы поздней диагностики этих заболеваний. Отмечается наличие выраженного фенотипического полиморфизма. То есть это абсолютно разные заболевания, то есть они текут по-разному, даже если они одинаковые. Неврологическая симптоматика может представлена быть как классическими развернутыми формами, так и очень стертыми и очень атипичными картинами. Ну и нет существующего лечения, которое бы можно было сказать, что оно излечило хоть кого-то с этими заболеваниями. Буквально за последние несколько лет произошел прорыв в генотехнологиях, и мировые зарубежные концерны представили нам революционные препараты. Значит, как правило, это генотерапевтические препараты для лечения наследственных заболеваний. Одним из самых продвинутых, самых перспективных и самых дорогих препаратов является препарат Золгенсма. Стоимость одного введения составляет от 1,8 до 2 миллионов долларов за одно введение. Что такое препараты на основе геномного редактирования? Суть технологии состоит в том, что специалисты пытаются удалить мутантный ген с использованием молекулярных ножниц в виде нуклеаз, или цинковых пальцев, или талент-технологии, или CRISPR-Cas9 методов геномного редактирования, и на его место вставить здоровый участок донорского гена с использованием плазмид, векторов и самых возможных генетических конструкций. То есть эндонуклеазы создают сайт-специфические разрывы ДНК в определенном участке генома, и в эти индуцированные разрывы репарируются или вставляются в процессе рекомбинации какие-то определенные куски здорового ДНК-материала. И это позволяет получать направленные мутации. Соответственно, вот здесь на этом слайде представлена схема этих генотехнологий, когда этими молекулярными ножницами вырезается фрагмент, и на его место вставляется здоровый сегмент ДНК. Выглядит очень красиво. Я не берусь судить сейчас об эффективности этих технологий, потому что вот мы видели на последнем Петербургском форуме в этом году, впервые сказали, что невероятная стоимость лекарств и эффективность, они впервые не соответствуют тем результатам, которые получаются. Но оставим это на совести тех людей, кто регистрировал эти препараты и определял эту стоимость. Пойдем дальше. Я глубоко убежден, что на настоящем уровне развития нашей науки мы еще не способны видеть себя Богом, который способен молекулярными ножницами вырезать нужное направление в нужном месте и получить блестящий результат. Но что же делать? Как быть? Мы считаем, что геномному редактированию существует альтернатива. И особенно сегодня, когда
недружественные страны отказали нам в основных компонентах геномного редактирования, и мы сегодня не можем применить эти технологии в России, мы говорим, этим технологиям есть реальная альтернатива. Это экс-виво генотерапия, которая может быть применена при наследственных заболеваниях. В чем смысл и принцип технологии? Ну, во-первых, мы не пытаемся вылечить болезнь, как ее пытается вылечить геномное редактирование. Наша задача заключается в том, чтобы остановить прогрессирование болезни, профилактировать рецидивы заболевания и профилактировать смертельные осложнения, которыми может закончиться рецидив наследственного заболевания. Принцип технологии заключается в следующем, что проводится природоподобная молекулярная биологическая геномная балансировка хроматина доминирующих вот этих вот клонов патологических клеток-предшественников кроветворения, которые фрагментированы до размеров от 1 до 10 нуклеосомных мономеров геномной ДНК человека. Не обращайте внимания на такую сложную конструкцию, мне просто очень важно сказать ее для людей, кто хорошо понимает в генетике, но на самом деле это двухцепочечные ДНК и двухцепочечные РНК, которые мы можем получить из здоровой ткани. Сама технология вот здесь представлена на схеме. Чтобы ее понять, я вам попытаюсь даже проще сказать. Да, можно зайти ножницами, вырезать кусок повреждения, но вот смонтируем это на модели шиномонтажа. Вот в основе всех проблем лежит неустойчивость. Неустойчивость генома. Неустойчивость генома лежит в основе в основе опухолевых клеток, и тогда развивается рак или злокачественное заболевание. Неустойчивость генома лежит в результате накопления большого количества нейроспецифических белков в клетках коры, и формируется неустойчивость генома. Неустойчивость генома формируется при аутоиммунных заболеваниях. Например, при сахарном диабете формируется неустойчивость генома клеток поджелудочной железы. И так далее, и так далее. Сегодня геномное редактирование предлагает подход достаточно агрессивный. А давайте вырежем этот ген и его место вставим здоровый, нормально, здорово, красиво, правильно. Но если бы мы хорошо понимали и осознавали и исключали ятрогенный фактор, я сказал бы, да, это здорово. Мы пошли по другому путем. Мы не настолько хорошо понимаем и знаем то, что происходит в организме, и мы решили, что можно попытаться сбалансировать, то есть не пытаться убирать мутацию, которая вызывает экспрессию патологических белков, а дать еще дополнительный генетический ресурс, чтобы клетка смогла себя скомпенсировать. Ведь до этого, имея эту аналогичную мутацию, клетка была компенсирована, и человек смог дожить до определенного возраста. То есть вот как на шиномонтаже, берут грузики и добавляют к колесу, и уходит неустойчивость колеса. Вот то же самое, такой а-ля шиномонтаж, только в молекулярной биологии, мы применили вместе с новосибирскими генетиками Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. В основе создания этих технологий лежит метод устранения неустойчивого генома специализированных клеток путем блокады моно- и олигоклонального гемопоэза. То есть формируются определенные клоны кроветворения, которые и поддерживают неустойчивость генома в периферических клетках. То есть мы говорим, что все осложнения наследственных заболеваний, онкологические, аутоиммунные, нейродегенеративные, просто дегенеративные, они являются не причиной, а следствием. Причиной является именно формирование клона патологических клеток кроветворения, которые дают потомков иммунную систему, которые или становятся иммунотолерантны и не видят патологическую клетку, и тогда неустойчивость генома поддерживает сама по себе, или наоборот очень агрессивный и поддерживает неустойчивость генома. Таким образом, мы говорим, что мы можем в определенных условиях, в определенной ситуации создать рекомбиногенную ситуацию, то есть ситуацию равнозначной замены патологического участка на здоровую ДНК, без всевозможных молекулярных ножниц и какой-то агрессии этой клетки. Потому что этот механизм,
Он существует в природе, мы его называем природоподобная технология геномного балансирования. Когда в клетке накапливается определенная информация, она начинает делиться, она засасывает дополнительные двухцепочечные РНК и ДНК, и эти РНК и ДНК в процессе митоза встают в нужные места, и клетка сама себя восстанавливает и лечит. Вот мы хотим применить и применили этот метод, когда клетка интернализирует дополнительный генетический материал, и он становится возможным для реставрации этой поврежденной клетки. Вот эту идею именно неустойчивости мы четко показали, потому что на самом деле все осложнения, которые есть у больных наследственными заболеваниями, собственно, приводят к фатальным результатам, к смертельному исходу, можно систематизировать, я говорю, как онкологические, нейрогенеративные, аутоиммунные. То есть это и есть исход. То есть дополнительные соматические мутации, падающие на гравитворные клетки, они приводят к тому, что они формируют определенную иммунную недостаточность костного мозга, которая проявляется вот этими формированием новообразований, дегенерацией, старением, аутоиммунными процессами. И, соответственно, эта неустойчивость генома, о которой мы говорили, она абсолютно четко доказана. При онкологических заболеваниях ее доказал еще Теодор Бовери, и все онкологи говорят о неустойчивости генома. Нестабильность генома, она абсолютно понятна, о ней говорят все неврологи. И так далее, и так далее. Таким образом, мы понимаем, что геномная нестабильность, она как раз и есть тот ключ, который в высокодифференцированных клетках, органах и системах формируется вот этой клональными изменениями. Эти клональные изменения – это определенный клон кроветворных клеток, который становится патологическим. То есть мы рождаемся и спокойно живем. Кто-то говорит, что у нас есть 50 тысяч клонов гемопоэтических клеток. Кто-то говорит, нет, у нас 200 тысяч клонов. Грубо берем, 50 тысяч, 200 клонов. Но у нас поликлональность. У нас много клонов, которые и обеспечивают наше здоровье. С возрастом абсолютно точно известно, что к 70 годам остается 3-5% этих клеток. Остальные погибают. Как правило, все эти клоны, вернее, все миллиарды клеток нашей крови, это клетки 2-3, ну максимум 10 клонов. То есть, именно вот это моно или олиго, моно это один, олиго мало, клонов клеток становится доминирующим. И именно они приводят к онкологии, они приводят к аутоиммунным нарушениям, они приводят к дегенерации, нейродегенерации. Почему гемопоэтическая стволовая клетка? Это самая медленная клетка нашего организма. Это как пчеломатка, которая находится в пчелином улье и определяет всю структуру этого улья. Вот также в крови гемопоэтическая стволовая клетка определяет все клетки, которые есть. Это клетка с самым медленным клеточным циклом. Он составляет не более 360 дней. То есть 220 тысяч типов разных клеток подчинены этой клетке. Поэтому она системообразующая, она основная и доминирующая. Поэтому когда в ней происходит, в этих вот клонах этих клеток происходит соревнование, и эти клетки выбираются и становятся победителем, то все остальные становятся проигравшими. И этот клон начинает доминировать. Я не буду голословен, я просто вот на примере формирования онкологических осложнений у наследственных больных просто хочу показать, как это происходит. Гемопоэтическая стволовая клетка встречается с опухолевой клеткой, которая всегда есть в нашем организме. Если говорить, я здоров, это неправда. У него есть около 500 тысяч раковых клеток, и они всегда присутствуют. И именно гемопоэтическая стволовая клетка – это финальный этап, который должен все предыдущие возможности организма стабилизировать и привести в порядок. То есть сначала в зону повреждения приходят лейкоциты, лимфоциты, то есть клетки периферической крови. Если они не справляются, то приходит стволовая клетка конкретного органа и ткани. Если она не справляется, то приходит гемопоэтическая стволовая клетка.
И мы всегда считали, что она самая главная, она самая важная, и она пришла, навела порядок и снова пошла в костный мозг. Поэтому в норме их очень мало, 0,1-0,2% может быть, а то и меньше, 0,01% в периферической крови. Мы доказали эту вещь, сделав целый ряд экспериментов. Вот на этом снимке вы видите, на снимке А, Б, первичном, вот здесь вот, вы видите, вот это глиобластома, красная, покрашена красным маркером. Гемопоэтические стволовые клетки покрашены зеленым маркером. Смотрите, через 24 часа произошел горизонтальный обмен белками этих клеток. Клетка получила вакцинацию. Все, эта клетка дальше не будет распознавать опухолевые клетки. И дальше растет опухоль в организме, а мама этих всех иммунных клеток нашего организма, она больная, она уже получила вакцину этих клеток, и она не распознает. То есть ее потомки, НК-клетки, НКТ-клетки, макрофаги, дендритные клетки, цитоксические лимфоциты, они не работают. Потому что мама получила вакцину счастья от этих клеток, и она считает их своими. Аналогичная ситуация мы показали, то же самое происходит при раке легкого. Посмотрите, то же самое происходит при раке молочной железы. Вот снова глиобластома, а вот здоровые клетки, фибробласты. Ничего подобного не происходит. Мы впервые говорим, вот так формируется клон. Накапливая онкоспецифические белки, формируется клон, который начинает доминировать. Он еще становится еще более медленным. И все клетки становятся к нему в подсистему. Таким образом, аналогичная ситуация и с нейродегенеративными процессами. Но там не онкоспецифические белки, а нейроспецифические белки, идет обмен и получается. Только в одном случае это иммунотолерантность к опухоли, нечувствительность, в другом, наоборот, иммуноагрессия. И эти клетки идут и убивают тканеспецифическую ткань. И мы это показали в своих исследованиях, и мы видим, как нейродегенерация повреждает. Вот видите, здоровый нейрон. Вот видите, пришла лейкоцитарная инфильтрация, в ней же и гемопоэтические стволовые клетки. Она не справилась, и видите, вы получили дегенерацию нейрона. То есть универсальные механизмы формирования клональности, которую мы можем сделать. И эта клональность проявляется в том, что мы знаем целый набор генов, которыми мы можем верифицировать наличие олиго- или моноклональности в крови каждого человека. Вот здесь представлены все вот эти гены клональности. Более того, мы запатентовали технологию, когда мы можем не только по геномному профилю, но и по профилю белков мембранной поверхности гемопоэтической стволовой клетки поставить профиль. Вот мы показываем, вот этот синий – это здоровый профиль, а остальные профили – это профили патологические. То есть мы можем сказать, да, это нейроспецифический профиль, у этого человека будет идти агрессия на собственную мозговую ткань. Вот здесь есть онкоспецифический профиль, и у него будет одна опухоль, вторая опухоль, третья опухоль. То есть сегодня на уровне диагностики мы можем доказать эту клональность. Что же получается? Клональная экспрессия в отдельных клетках, она четко показывает, что может развиваться рак, могут развиваться сосудистые заболевания, могут развиваться цирроз, могут развиваться нейродегенеративные заболевания. И это всего лишь геномно-протеомные изменения гемопоэтической стволовой клетки. То есть существует определенная норма, физиологическая реактивность, и иммунокомпетентные клетки выполняют свои нормальные функции. Если идет в одну сторону и формируется гипореактивность за счет вот этих белков накопления, то мы получаем плюс ткань. Это рак и другие злокачественные опухоли, доброкачественные опухоли. Если в противоположную сторону, то это аутоиммунные заболевания из-за гиперреактивности гемопоэтических клеток, которые переходят в атрофические, дегенеративные, нейродегенеративные, то есть минус ткань. То есть моно- и олигоклональное кроветворение вот этих клональных гемопоэтических клеток формирует мертвую петлю иммунитета, из которой нужно выбраться. Поэтому, чтобы говорить о лечении, нужно все-таки решить эту проблему. Как мы говорим, нельзя спасать повешенного, если вы его не вытащили из петли. Нет смысла лечить человека от наследственного заболевания, если вы не устранили вот эту иммунную проблему, иммунную недостаточность, которая сформировалась. Поэтому это весы.
весы равновесия. В одну сторону получается компенсация, в другую декомпенсация. В одну сторону компенсация – это опухоли специфическими белками, тогда развивается рак. И мы говорим, ну, каждый человек доживает до своего рака. В других случаях, ну, каждый человек доживает до своего слабоумия. Нет, проблема не в этом. Мы можем жить достаточно долго. Проблема в том, что это патология, что возрастные, вот эти все болезни цивилизации, это в первую очередь болезни, постгеномное заболевание наших гемопоэтических клеток. И отсюда мы подошли к позиции, собственно, понятно, что делать. То есть понятие компенсации. То есть человек до болезни жил, и несмотря на то, что его геном весь поражен, он плохой такой, весь дефектный, молекулярно-генетически подтверждено, но он жил нормально и даже не знал о своей болезни. Произошла декомпенсация состояния, и у человека развилась болезнь. Что надо сделать, чтобы его вылечить? Компенсировать. Как это можно сделать? Генотерапия – современный метод лечения вот этих всех болезней, и мы считаем, что одним из путей является экс-виво генотерапия. Экс-виво вне организма. То есть вне организма мы, собственно, можем забрать клетки, эти же аутологичные клетки, собственно, кроветворные, и изолировать их, и, соответственно, добавить у них требуемую генетическую информацию, а затем, посмотрев, что они здоровые и нормальные, вернуть их обратно в организм. На этом и основана экс-виво генотерапия. Потому что в организме существуют природные механизмы защиты собственных стволовых клеток путем реставрации ДНК. Вот здесь мы показываем самые разные пути ремонта, выведение их в апоптоз, выход из клеточного цикла. Все это позволяет остановить и реставрировать. То есть любое повреждение в клетке, оно сегодня может быть верифицировано и понято. И главным повреждением являются вот эти двухцепочечные разрывы. Вот так они выглядят. Вот они, двухцепочечные разрывы. Может быть изменение хроматина, может быть столирование вот этой репликационной вилки, вот ингибирование топомераз. Я не буду пугать вас страшными этими словами, но смысл в том, что любое повреждение, в принципе, в организме есть инструмент для его реставрации и санации. И эту концепцию сформировали Богачев Сергей Станиславович, доктор биологических наук, и кандидат биологических наук Шурдов Михаил Аркадьевич. Они сказали, что существует в организме рекомбиногенная ситуация, что если добавить в этот период биологический материал, то клетка сама его восстановит. Но нужно обязательно создать условия, в которых бы это было возможно. То есть интеграция в организм, интернализация даже правильно, вот этих вот генетического материала позволит клетке самой разобраться со своими проблемами. И если она возможна, она их восстановит. Но возможные комбинации, гомологичные рекомбинации или равнозначные замены, они, конечно, могут быть самыми разными. То есть это может быть гомологичное спаривание с последующим синтезом, это восстановление двухцепочечных разрывов, это может быть генная конверсия, двойные рецепрокные обмены. Опять же, не буду пугать вас этими генетическими словами, они тоже для меня стали совсем недавно родными и близкими, но тем не менее в природе это давным-давно все продумано. Наш Создатель все это предусмотрел, и все это есть. Поэтому пути репарации вот этих вот межцепочных сшивок и различные фазы клеточного цикла, он предусмотрен нашей генетической программой и нашим создателем. Поэтому мы четко должны были просто проверить, действительно, возможно это или нет. Мы взяли вот эти вот двухцепочечные ДНК и РНК и стали помещать их в особых условиях непосредственно в цитоплазму. Нам было важно, они зайдут в эти клетки или нет. Оказалось, что интернализация ДНК, меченых ДНК, она происходит только непосредственно в гемопоэтические стволовые клетки. А потом оказалось, нет, просто в стволовые клетки. И даже в раковые стволовые клетки. И тем самым они блокируют раковые функции этих клеток. Таким образом, практически интернализация или внедрение этих двуцепочечных ДНК возможны без каких-то агрессивных действий со стороны человека. Надо просто в нужное место, в нужное время, в нужных условиях дать генетический материал. И природа все решит сама.
Поэтому мы это проверили, мы показали, что интеграция человеческой ДНК даже в геном взрослой крысы при совместном введении там, вот, циклофосфана и фрагментов различных экзогенных ДНК человека возможно, описали, и вот мы представляем эти результаты. И мы четко говорим, что стимуляция колониеобразования происходит по-новому. Мы можем реставрировать эти клетки, мы можем восстановить эти клетки, мы можем сделать их молодыми и красивыми. И мы показали, что даже если мы наносим смертельные мутации, облучая этих животных, ну, это классический пример, то есть вот новая мутация, которая должна 100% привести к смерти. 5 смертельных доз. Мы вводим паноген и показываем, что практически в экспериментальной модели неустойчивости генома применение этой технологии добавления генетического материала в условиях рекомбинантной ситуации позволяет выжить всем этим животным. И селезенки мышей, подвергшиеся летальной дозе облучения при терапии вот этим вот, и без нее, мы видим, насколько они восстановились. Все это опубликовано, то есть мы достаточно большое количество работ, не мы, скажем, генетики Новосибирского центра, Новосибирского института цитологии и генетики Сибирского отделения наук опубликовали. Но они использовали эти технологии для лечения рака. Мы же сказали, что да, конечно, классно, технология действительно позволяет лечить рак, она помогла, за нее получена государственная премия в прошлом году. Но микроскопом можно забивать гвозди. Но они создали технологию реставрации практически гемопоэтических клеток. И не только гемопоэтических, мезенхимальных клеток. И мы решили применить эти технологии сюда и разработку этой технологии для наследственных заболеваний. И показали, что да, все компоненты этой технологии разрешены. То есть они разрешены для применения на человека. Мы можем сделать генетическое исследование, мы можем сделать протеомное исследование, мы можем проанализировать это дело с использованием искусственного интеллекта, что мы делаем. Мы можем собрать биоматериал, у нас на это есть лицензия, мы можем собрать не только его лейкоцитоферезом, а можем собрать эксфузию костного мозга, мы можем выделить нужные клетки и проверить их, можем посмотреть реконструкцию. Мы способны, во-первых, лекарственная субстанция, двухцепочная ДНК, официально разрешена еще в 2008 году Росздравнадзором, выдано регистрационное удостоверение на эту технологию. Она принадлежит господину Шурдову и господину Богачеву. И мы попросили их взять и сделать, и показали, что в принципе молекулярно-генетическая реставрация возможна, и она получается достаточно неплохо. И в итоге мы можем для каждого конкретного человека взять и сделать для него персонализированный продукт и ввести его этому организму, создав определенные условия рекомбинантной ситуации, конкретно для него. То есть мы берем, забираем этот костный мозг или забираем непосредственно лейкоконцентрат мононуклеаров периферической крови, отправляем его в Новосибирск лабораторию, они смотрят в пробирке возможности рекомбинантной ситуации и нам говорят те условия рекомбинантной ситуации, которые мы должны создать. Поэтому приходят к нам эти данные, мы забираем биоматериал, который у нас хранится в банке, и создаем, используем лекарственные субстанции паноген, и тех рекомендаций, которые они говорят, для создания рекомбинантной ситуации, создаем персонализированный генотипический продукт для этого человека. Мы его пересаживаем непосредственно человеку путем банального переливания, но создавая условия, еще раз, не выжженной земли, как при трансплантации костного мозга. Мы рядом не хотим этим заниматься. Мы говорим, наша задача заблокировать клон и дать возможность другим клонам, которые сохранились, выйти и обеспечить поликлональность гемопоэза, поликлональность кроветворения и обеспечить нормальное функционирование тех генетически детерминированных иммунных систем, которые должны работать. Таким образом, мы не пытаемся трансплантировать костный мозг, мы пытаемся восстановить эти вещи. Как говорили китайцы, должны расти все цветы, которые есть на поле. И вот эта задача, которая есть, решает эта данная технология. Ну и спасибо за внимание.